маленькой деревушке в 13 веке жили простые прусские рыбаки, но столетия спустя здесь вырос королевский морской курорт, полюбившийся знатным жителям Балтики. Сегодня же это местечко принадлежит России и называется город Зеленоградск или просто Зелик. К тому же это официальная столица кошек нашей страны. Почему здесь интересно даже зимой и где здесь лучше всего остановиться? Смотри это видео до конца, и я тебе обо всем расскажу. Ты на канале «Выходные без границ» и с тобой Даша Ивановская. В бывшем городе Кранц, то есть в Зеленоградске, сохранился, пожалуй, самый большой старый немецкий центр во всей Калининградской области. И это настоящая Европа в России. А зимой здесь горят огоньками праздничные рождественские магазинчики, вдоль которых такой кайф прогуливаться по широкой пешеходной улице. Кажется, только за одними этими прогулками стоит приехать в Европу, то есть в Зелик. Кстати, в местных антикварных лавках можно прикупить антикварную немецкую посуду, мыло с окаменелыми древними моллюсками, а еще килограммы разноцветного марципана. Зеленоградск – это бывший город Кранц, и он основан в 13 веке. И как здорово, что здесь есть целая улица, на которой сохранились старые здания. И особенно в декабре здесь прямо чувствуется европейский дух Рождества. Я уверена, что те, кто был зимой в старом европейском городе, понимают, о чем я говорю. Это непередаваемое чувство, и при этом не слишком холодно. В Зеленоградске живет почти 17 тысяч человек, а с ними очень много кошек, к которым здесь относятся с большим трепетом. Как говорят городские легенды, кошки поселились в Кранц давным-давно. Маленькие хищники помогли справиться с нашествием мышей и крыс, которые уничтожали продукты и разносили инфекции. А потом кошки стали символом новой жизни. Сегодня местные часто говорят, что они живут в мурлыкающем городе, а для туристов кошки как аттракцион. Для них покупают корм в специальных автоматах. И тогда пушистики разрешают себя погладить. Зелик – это город, в котором есть отдельная профессия, называется она кота-шеф. В ней задействован всего один человек, это Светлана Лагунова. В обязанности кота-шефа входит следить за кошками, подкармливать их, потому что здесь их огромное количество. Вот, например, мы здесь встретили кошку, которая не хочет с нами общаться. Стало ясно, что без корма кошки отказываются давать себя гладить. Бездомными их здесь точно не назовешь. Зелик – их огромный дом, где у них есть и море любви, и еды. Я все-таки схватила кошку. Привет. Я тоже такая же пушистая, как кошка. Нет, простите, без корма, конечно, долго нельзя сидеть на руках. Тут такие правила, ребят. Видите привязанную собаку? Возможно, ее привязали кошки. Хотя, кстати, настоящее море у кошек тоже всегда под боком. Но прежде чем до него дойти, мы решили еще побольше прогуляться по старому центру. Здесь, кстати, есть мурариум, музей кошек, и еще домик ангелов. И это самый чудесный музей, в котором я была. Это крохотный домик, в котором когда-то хотели продавать ткани и даже выставлять на продажу, простите, гробы. Но сегодня это милейший музей, где собрано 1500 экспонатов. И все они показывают, как люди в своем сознании представляют ангелов. При этом пополнить экспозицию музея может каждый, то есть подарить своего игрушечного ангела. В домике можно встретить несколько коллекций, например, ангелы в истории. По ним можно судить, как менялись ангелы на протяжении культурных эпох. Ангелы-дети или херувимчики и авангардные ангелы. В данной коллекции есть и ангелы рок-звезды, и даже в музее живет Ангела Меркель. На втором этаже ангелы смотрят на тебя с потолка, и здесь же, сняв телефонную трубку, можно выйти на связь с небесной канцелярией, и к тебе обратится твой ангел-хранитель. Голову подними, посмотри наверх. Привет. Это я, твой ангел-хранитель. Да, вот сегодня так, по-простому. Выйдя из музея, можно бесконечно разглядывать детали исторических особняков. На пешеходной улице одни музыканты сменяют других, и им бесконечно аккомпанируют море и чайки. В Зеленоградске самая широкая и протяженная набережная во всей Балтике, и зимой она просто завораживает своим холодом, в котором так приятно согреться глинтвейном, шубой и слушать северные волны. На контрасте с Калининградом
что в Зеленоградске намного холоднее. Вероятно, это из-за моря. И перед тем, как поехать сюда, я специально надела толстовку, доверху еще шубу, и хочу сказать, что ничуть, не жарко. Даже несмотря на то, что на улице всего 0 градусов, влажность дает о себе знать. Здесь Николай на набережной устроил целый аттракцион. Лайфхак от Николая. Берете батон, идете к морю, подбрасываете батон в воздух, и прилетает, и прилетает стая чаек. То есть они не просто прилетают, они кругом летают друг за другом и на лету ловят кусочки хлеба. Смотрите, как классно. Но, несмотря на влажность, заснеженное море по уши влюбляет в себя, особенно в бывшем Кранц, сохранившем шарм старой Европы на побережье. Итак, под финал вечера стоит, конечно же, отправиться в пляжное кафе. Бывали ли вы в таких зимой? Подписывайся на наш канал, и мы тебя еще много чем удивим. Наша рекомендация — кафе «Дача», работающее круглый год на первой линии у моря. Столик здесь стоит забронировать заранее. Место популярное и очень атмосферное. Здесь в основном русская кухня, но можно заказать и морскую рыбу, и морепродукты. Одна стена полностью из окон, и море здесь видно почти за любым столиком. Но при этом очень тепло, а елочкам и бумажным снежинкам в интерьере кафе подыгрывает полоса снега на песке у воды. Здесь же работает и бар. То есть можно сказать, что в кафе «Дача» можно отдохнуть как с семьей, так и приятно посидеть с друзьями. Очень интересно, что летом зеленоградские пляжи называются сковородками. То есть они настолько защищены от ветра, что от них можно сгореть даже в межсезонье. То есть там, например, осенью или весной. Но сейчас мы находимся на берегу моря в зимнее время. Вы знаете, в этом есть особенный шарм. На берегу помимо песка ты еще видишь снег. И это по-особенному завораживает. Особенно, когда мы пришли сюда после прогулки в старом немецком центре, который очень большой в Зеленоградске. Кафе «Дача» находится прямо на море и является особенным кафе, потому что, несмотря на то, что лето уже закончилось, это приморское кафе не закрывается, то есть работает круглый год. Мне кажется, что за ужином у моря, особенно в Калининградской области, круто заказать пиво и что-нибудь очень немецкое. Или наоборот, что-то очень морское. Например, креветки или севас. И все эти блюда можно заказать в кафе «Дача». В общем, если 3 словами описать Зеленоградск, то они будут море, кошки и ангелы. Но разве этого мало, чтобы провести здесь выходные? Ну и куда же заселиться после ужина? Я выбрала для вас бутик-отель 12. Камерный и очаровательный. С мая по ноябрь здесь предлагают велосипедные прогулки, а зимой будет особенно приятно погреться в сауне. И в любое время года здесь будет здорово посидеть на крыше. Итак, как же добраться до Зелика? Точка отсчета Москва. На машине можно добраться за 18 часов. На самолете за 2 часа плюс еще 20 минут придется провести в такси от аэропорта до бывшего Кранц. Любители поездов проведут в пути 20 часов и еще 40 минут в такси от ЖД-станции до Зеленоградска. За один день и одну ночь пребывания можно потратить от 16 тысяч рублей, включая билеты и отель, сувениры и еду, но безусловно приятно, что погулять по старому городу и вдоль моря можно бесплатно. На этом все. В следующем выпуске я расскажу тебе, где в России находится средневековая Швеция. Подписывайся на наш канал и не пропусти. Планируй свой крутой уикенд вместе с нами.